Привет, армия. Как два лучших друга, выросшие вместе под всеобщим вниманием больше 10 лет, могли вдруг молча расстаться? И почему фраза Чингука «Прощай, Т» перед горсткой людей в Лос-Анджелесе оставила такой глубокий эмоциональный шрам в сердцах солдат по всему миру? В чем именно заключался контекст момента, заставившего тысячи фанатов плакать вместе с Чингуком? Было ли это лишь временным расставанием, подобным тем, что испытывали участники BTS во время сольных проектов? Или же была более глубокая эмоциональная причина, которую публика еще не до конца осознала? Эмоциональные проблемы между Чингуком и Тэхёном не новость для фандома BTS, но на этот раз проблема возникла не из-за слухов или воображения фанатов, а из-за прямого жеста и искреннего выражения лица, неожиданно запечатленного на камеру. Когда участник BTS плачет, мир это замечает, но когда эти слезы возникают во время необычного прощания, возникает более важный вопрос: что именно это было? Инцидент произошел во время закрытого заседания, предположительно, внутренней встречи между несколькими сотрудниками Big Hit Music и участниками BTS, проживающими в США. Некоторые источники утверждают, что встреча не была напрямую связана с публичными мероприятиями, а была частью более личного и профессионального обсуждения. В этом контексте присутствие Чингука и Тэхёна казалось важным, даже критически важным, однако никто не ожидал, что столь интимный момент вызовет столь сильные эмоции. Несколько свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, описали атмосферу как спокойную, но очень тяжелую, как будто все понимали, что только что произошло что-то важное, хотя никто из них прямо не объяснил суть. В кратком интервью, взятом корейским СМИ с присутствовавшим в тот вечер сотрудником технического персонала, Чингук, как сообщается, выглядел встревоженным еще до начала встречи. Он постоянно опускал голову, смотрел в пол и, казалось, не хотел говорить открыто. Тэхён, по словам того же свидетеля, был спокойнее, но на его обычно расслабленном выражении лица читалось напряжение. Когда сессия подошла к концу и некоторые участники начали выходить из комнаты, Чингук внезапно подошел к Тэхёну. Их движения были частично скрыты толпой персонала. Но на появившихся кадрах видно, как Чингук крепко обнимает Тэхёна, прежде чем произнести ставшие вирусными слова «Прощай, Т, береги себя». Публику потрясли не только сами слова, но и то, как Чингук их произнес, хриплым, сдавленным голосом, полным нескрываемых рыданий. Сказав это, он тут же опустил голову, вытер глаза и быстро вышел из комнаты. Тэхён постоял немного молча, а затем, не сказав ни слова, ушел. Было ли это признаком того, что их отношения были натянутыми, или это была просто форма эмоциональной близости, которая делала даже кратковременную разлуку невыносимой? Проблема обострилась после того, как популярный ARMY аккаунт в социальных сетях опубликовал видео с подписью «ЧЖК прощается с Т со слезами на глазах». Это необычное прощание. В течение нескольких часов под постом появились тысячи комментариев, многие из которых были полны эмоциональных домыслов, беспокойства и даже опасений, что между двумя друзьями наметился серьезный конфликт. Некоторые аналитики кей-поп-культуры увидели в этом моменте символ растущего личного давления на фоне глобальных ожиданий от участников BTS. Чингук, известный как «Золотой Макне», пережил множество значимых моментов в своей карьере в 2024 году и середине 2025 года, включая запуск международного сольного проекта, масштабную кампанию в США и серию коллабораций с западными артистами. Тем временем Тэхён больше сосредоточился на актерской карьере и других творческих начинаниях. Некоторые наблюдатели считают эту разницу в карьерных приоритетах одной из неизбежных причин эмоциональной дистанции. Хотя это не обязательно означает, что их отношения натянутые, разные приоритеты и психологическое давление, с которым сталкивается каждый из участников, порой могут провоцировать эмоциональные всплески, как это было в Лос-Анджелесе. В контексте психологии знаменитостей это не редкость. Айдолы к-поп часто испытывают огромное эмоциональное напряжение, которое не всегда заметно широкой публике. Отношения между участниками группы не только профессиональные, но и глубоко личные. Поэтому, когда один из них чувствует необходимость расстаться, пусть даже временно, их эмоции могут проявляться самым неожиданным образом. Причиной, по которой этот инцидент привлек всеобщее внимание, стала история Чингука и Тэхёна, основанная на неизменной близости дружбы, шутках и взаимной поддержке за последние 10 лет. Слезливая «Прощай, Т».
казалось символом чего-то гораздо более глубокого, возможно, страха потери, или, возможно, осознания неизбежности перемен. После вирусного видео ARMY по всему миру начали откликаться кампаниями солидарности. Хэштеги, такие как решетка #StayStrongGunkak и решетка #YeLaveYouTaeYung, стали мировыми трендами. Некоторые фанаты даже отправляли цветы и электронные письма на адрес офиса Big Eyed Music в знак моральной поддержки. Некоторые пытались быть реалистами, они видели в этом событии пример того, что их кумиры тоже люди, с настоящими эмоциями, страхами и уязвимостями. Реакция Чингука, по их словам, не была драмой, это было честное отражение разрыва, который было нелегко принять, несмотря на то, что к нему готовились уже давно. На некоторых форумах более подробно обсуждался момент инцидента, который совпал с закрытием нескольких контрактов и внутренних соглашений между участниками BTS и их агентством. Хотя официального подтверждения этому нет, слухи о том, что некоторые участники BTS начнут более самостоятельную карьеру после службы в армии, продолжают появляться. Если это действительно так, то это эмоциональное «прощание» может быть чем-то большим, чем просто прощанием с армией. Это может быть прощанием со временем, которое никогда не вернется. С точки зрения южнокорейских СМИ, реакция на этот инцидент была неоднозначной. Некоторые ведущие СМИ представили позитивную интерпретацию и призвали общественность воздержаться от излишних спекуляций. Однако ряд альтернативных СМИ и независимых журналистов увидели в нем признак серьезного изменения во внутренней динамике BTS, как в личном, так и в профессиональном плане. Неоспоримо, что BTS остаются глобальным феноменом, выводящим Южную Корею на мировую арену, поэтому любое эмоциональное событие, подобное этому, влияет не только на фанатов, но и на имидж корейской индустрии развлечений в целом. Каков бы ни был смысл крика Чингука «Прощай, Т», публика заслуживает знать его контекст, при условии, что он не нарушает частную жизнь артиста. Однако остается главный вопрос – это просто временное прощание, связанное со службой в армии, или начало конца эпохи, любимой миллионами людей по всему миру? На сегодняшний день ни Чингук, ни Тэхён не сделали прямых публичных заявлений. Возможно, они предпочитают сохранять конфиденциальность. Или, возможно, они все еще осмысливают сложности дружбы, профессионализма и подавляющее давление всеобщих ожиданий. Одно можно сказать наверняка, эти слезы не были постановочными, эти реплики не были написаны по сценарию, и этот момент не был шуткой. За кулисами славы, концертных залов и вспышек камер два человека показали свои самые честные стороны, и весь мир молча наблюдал за этим, сжимая сердце. Аналитики индустрии развлечений утверждают, что произошедшее между Чингуком и Тэхёном той ночью в Лос-Анджелесе стало кульминацией многолетнего эмоционального напряжения. Эти двое известны своей крепкой связью не только как участники группы, но и как лучшие друзья, вместе пережившие юность в самом пекле славы. Но такая близость может быть и палкой о двух концах. Когда время разводит их в разные стороны, такая глубокая эмоциональная связь может сделать расставание еще более болезненным. В контексте BTS, известных своими ценностями братства и солидарности среди участников группы, такое открытое выражение горя особенно важно. Это был не первый раз, когда участник BTS плакал на публике, но в этот момент было что-то особенное, эмоциональная глубина, которую невозможно отрицать даже тем, кто пытается сохранять нейтралитет или скептицизм. Многочисленные международные СМИ также начали обращать внимание на эту проблему. Billboard, NME и Variety кратко освещали вирусное видео «Goodbye, T» и рассказали о том, как глубоко эмоционально отреагировало на этот момент мировое сообщество ARMY. Другие интерпретировали распад как символ серьезного перехода в истории BTS как группы, особенно после того, как выяснилось, что индивидуальные контракты участников группы вступают в фазу продления, что, как сообщается, было воспринято с неодобрением предыдущего формата.